Глава 1796. Демоническая дева Небесная Лисица. Ха-ха, нет нужды благодарить меня. Даже если бы я не сказал тебе об этом, кто-то другой раскрыл бы эту информацию. Возможно, мне понадобится твоя помощь в некоторых тривиальных вопросах в будущем, брат Хань, с улыбкой сказал даосский мастер Тысячи Костей. Ты слишком добр, мастер Тысячи Костей. Если я могу тебе чем-то помочь, пожалуйста, не стесняйтесь сказать мне, ответил Хань Ли с улыбкой. Остальная часть их разговора протекала очень гладко и гармонично. Обсудив некоторый опыт культивации и прозрения, даосский мастер Тысячи Костей позвал группу красивых учениц, чтобы они исполнили свой привлекательный танец, и только после этого он проводил Хань Ли к транспортной формации. Когда Хань Ли исчез во вспышке духовного света, улыбка даосского мастера Тысячи Костей сразу же исчезла, и на его лице появилось слегка мрачное выражение лица. В этот момент рядом с ним внезапно вспыхнули пространственные колебания, и появилась гибкая и изящная фигура. Как ты думаешь, брат Тысячи Костей, можно ли его нанять? Убедись, что наши усилия не пропадут даром. Женщина была очень красивой, и на ней было белое платье с вуалью. Мало того, что ее одежда соответствовала одежде обожаемой наложницы, которую даосский мастер Тысячи Костей держал на руках ранее, даже ее внешний вид был очень похож. Однако небольшие различия между ними сразу же выдали в них двух совершенно разных женщин. Глаза этой женщины были наполнены соблазнительным светом, и она обладала гораздо большей привлекательностью, чем наложница даосского мастера Тысячи Костей, достаточной, чтобы свести с ума любого мужчину. Мастер Тысячи Костей совсем не удивился, услышав голос этой женщины, и он повернулся к ней, ответив: «Еще слишком рано говорить об этом юноше». Однако одно можно сказать наверняка: мы определенно не сможем его завербовать, если не потратим больше внимания и усилий. Вдобавок он обладает большим скрытым потенциалом, поэтому, возможно, он даже может сделать еще один прорыв в следующие несколько столетий. Его вербовка, безусловно, будет намного лучше, чем вербовка этих ненадежных хитрых старых лис. Думаешь, что он сможет достичь средней стадии интеграции тела в следующие несколько столетий? Ты слишком высокого мнения о нем. Это испытание намного труднее, чем все, что он испытал в прошлом. Иначе, как мы двое могли застрять на пике ранней стадии интеграции тела на десятки тысяч лет? Многие другие существа на ранней стадии среди наших человеческих и демонических рас также застряли на этом узком месте, и лишь меньшинству удалось достичь средней стадии интеграции тела, и еще меньшему количеству удалось достичь поздней стадии интеграции тела. Независимо от того, насколько удивительны его способности, безусловно, пройдет несколько тысяч лет, прежде чем он сможет совершить прорыв. В противном случае, если он сможет достичь средней стадии интеграции тела до прихода дьявольских бедствий и будет готов защитить меня, я бы не возражала против того, чтобы отдаться ему, вздохнула соблазнительная женщина. Выражение лица даосского мастера Тысячи Костей немного изменилось при упоминании слов «дьявольское бедствие», и в его глазах мелькнул страх. Однако ему быстро удалось восстановить самообладание, и холодным голосом он сказал: «Мы с тобой оба пережили последнее дьявольское бедствие, так что не нужно напоминать, насколько ужасна раса высших дьяволов. Среди бродячих культиваторов стадии интеграции тела людей и демонов большинство из них погибли во время этого бедствия, и только 4 или 5 из них удалось в общей сложности пережить это испытание. Напротив, гораздо большему количеству культиваторов интеграции тела, которые присягнули на верность великим державам, удалось выжить. Основная причина этого в том, что бродячие культиваторы, подобные нам, в конечном итоге будут разделены и побеждены высокоранговыми существами из расы высших дьяволов. Следовательно, до прихода дьявольских бедствий мы должны сделать все, что в наших силах, чтобы заключить союз с как можно большим количеством бродячих культиваторов интеграции тела. Я уверен, что наши шансы на выживание значительно увеличились бы, если бы мы объединились. Это действительно правда, но я все еще не уверена, действительно ли затраченное столько усилий на вербовку бродячих культиваторов будет эффективным. Как насчет того, чтобы ты распустил свою секту Белой Кости и присягнул одному из 3 владык, а я также найду способ присоединиться к одному из 7 демонических монархов? В конце концов, все они уже сформировали силы, и нам будет намного безопаснее присоединиться к ним, сказала женщина, поджав губы. Размечталась. Мы с тобой привыкли к свободной жизни. Как мы могли подчиняться кому-то другому и позволять себе ограничиваться другими? Если бы мы были другими, ты бы не покинула расу небесных лисиц, а я бы не отказался от приглашений 3 владык. Кроме того, мы ничего не сделали для этих великих держав, и они определенно примут нас с распростертыми объятиями сейчас, но в будущем, скорее всего, будут использовать нас как пушечное мясо. Если возникнут опасные задачи, новые культиваторы, которые присоединятся к ним, как и мы, определенно будут вытеснены на передовую. В отличие от этого, я предпочел бы быть один и делать то, что мне нравится, даже если это означает, что я тоже должен бороться сам за себя. Вдобавок ко всему, территории 3 владык и 7 демонических монархов тоже не будут абсолютно безопасными.
Во время последнего дьявольского бедствия погибли 3 демонических монарха и 2 человеческих владыки, так что абсолютной безопасной гавани нет. Все мы можем набрать как можно больше соратников. Если они присоединятся к нам, то у всех нас будет больше шансов на выживание. В любом случае, я бы предпочел довериться себе, чем отдать свою жизнь в руки другие, торжественно произнес даосский мастер Тысячи Костей. Женщину, похоже, убедили доводы мастера Тысячи Костей, и после короткой паузы она кивнула и сказала: «В таком случае, съезд Тысячи Сокровищ станет для нас фантастической возможностью связаться с другими бродячими культиваторами. Очень мало ситуаций, когда так много культиваторов интеграции тела из расы людей и демонов собираются в одном месте. Я оставляю человеческих культиваторов на тебя, а сама свяжусь с демоническими культиваторами». Уверена, что все эти бродячие культиваторы слышали о неминуемом дьявольском бедствии, но они определенно не знают об этом так много, как мы, включая тот факт, что это произойдет в течение следующих 1000 лет. Между прочим, до приезда сюда я обсуждала этот вопрос с тем черным волком, и он казался весьма заинтересованным. Однако нам придется поговорить с ним об этом подробнее, если мы хотим убедить его. Это было бы здорово. Господин даосист Тянь-Кун однажды соревновался с волчьим монархом Тянь-Куи за место демонических монархов, и он потерпел поражение только после изнурительной битвы, которая длилась целый день и ночь, так что он определенно будет намного сильнее и могущественнее, чем средний бродячий культиватор стадии интеграции тела. Я не уверен, сколько человеческих культиваторов смогу нанять, но у меня есть некоторые связи с небесным патриархом Минской горы, и он будет присутствовать на этом съезде Тысячи Сокровищ, так что убедить его не должно быть слишком сложно, восторженно сказал даосский мастер Тысячи Костей. Если мы действительно сможем завербовать этих двоих, то наша безопасность, скорее всего, будет обеспечена, даже если мы не сможем никого больше убедить, сказала женщина с улыбкой, и ее пленительные черты лица сразу же загорелись, что сделало ее значительно более соблазнительной, чем раньше. Даже такой чрезвычайно могущественный культиватор, как даосский мастер Тысячи Костей, не мог не быть поражен моментом дезориентации при виде ее соблазнительного проявления. Соблазнительная улыбка женщины стала еще шире при виде слегка отвисшей челюсти мастера Тысячи Костей. «А, хочешь попробовать парную культивацию со мной, брат Тысячи Костей? Если да, то я, конечно, не прочь попробовать». Казалось, что она действительно была готова предложить свое тело даосскому мастеру Тысячи Костей, если ему так угодно, но он сразу же вздрогнул, услышав это, и поспешно замахал руками с кривой улыбкой на лице. «Ты, конечно, шутишь. У тебя тело небесной лисы. Это не то, что я могу получить. Я больше не молод, и я все еще хочу прожить еще несколько лет. Какая жалость, я искренне с нетерпением ждала парной культивации с тобой. Жалко, что у тебя хватает смелости только смотреть», — хихикнула женщина, еще больше подчеркнув свои соблазнительные качества. Мастер Тысячи Костей больше не осмеливался даже смотреть прямо на нее, и он поспешно отвел взгляд и сменил тему. «Между прочим, твоя техника множества иллюзий действительно была отточена до невероятной степени. Когда ты выдавала себя за мою наложницу, даже меня бы одурачили, если бы я не знал о нашем соглашении. Уверен, что этот даосист Хань тоже не мог заметить ничего неправильного. Как и ожидалось от небесного лисицы, твоя способность к сокрытию и маскировке поистине поразительна». Вместо того, чтобы польстить этим словам похвалы, улыбка женщины внезапно исчезла, и она сказала холодным голосом: ты действительно думаешь, что мы его одурачили, брат Тысячи Костей? Что ты имеешь в виду?» Мастер Тысячи Костей был ошеломлен ее внезапным изменением поведения. «Неудивительно, что ты ничего не обнаружил. Когда я ранее изображала из себя твою наложницу, этот даосист Хань направил струю своего духовного чутья исключительно на меня. Если бы не тот факт, что я не была на чеку, я бы тоже не смогла это обнаружить. Этот даосист Хань обладает самым мощным духовным чутьем, которое я когда-либо видела. Если бы мне пришлось сравнивать его с кем-то другим, я бы сказала, что его духовное чутье, скорее всего, не уступает духовному чутью 3 владык и 7 монархов», — мрачно ответила женщина. «Вот как». Мастер Тысячи Костей резко вздохнул, и его лицо потемнело еще больше. «Будь уверен, брат Тысячи Костей, неудивительно, что этот даосист Хань обладает невероятными способностями, учитывая, что он смог достичь стадии интеграции тела в таком молодом возрасте. Он смог увидеть сквозь мою маскировку, но я уже использовала секретную технику расы Небесной Лисицы, позволяющую полностью запечатать мою магическую силу на короткое время. Поэтому, каким бы могущественным он ни был, он ни за что не смог бы определить тот факт, что я культиватор интеграции тела. Уверена, что он решил, что мы не питаем к нему неприязни. Иначе он бы не разговаривал с тобой так долго». Выражение лица даосского мастера Тысячи Костей немного смягчилось, когда он услышал это, и он сказал: «Это действительно правда. Если он спросит меня об этом в следующий раз, мне просто придется придумать предлог, чтобы успокоить его. Честно говоря, это не имеет значения, даже если он узнает мою истинную личность.
Неужели я настолько уродлива, что меня нельзя представить перед другими? Спросила женщина, снова обретя соблазнительную улыбку. Веки даосского мастера тысячи костей дернулись, увидев это, и он мог только молчать с кривой улыбкой на лице. Глава 1797. Бессмертное вино и мышиный монарх Дун Тянь. Вопреки своей потрясающей внешности, эта фея Хуа из расы небесных лисиц была чрезвычайно безжалостным и опасным существом. Однажды она высосала истинную янскую эссенцию из сотен молодых мужчин-демонов, и для этого она долгое время преследовалась самим небесным лисим монархом, но ей все же удалось сбежать, сохранив свою жизнь. Из-за ее прошлого даже даосский мастер тысячи костей, естественно, не осмелился дать другим понять, что он в дружеских отношениях с этой женщиной. Хорошо, теперь, когда у нас прошла первая встреча с даосистом Ханем, я собираюсь уйти в уединение на несколько дней. Недавно я достиг некоторого внезапного просветления в своей культивации и хочу исследовать это дальше. Мне будет неудобно, если ты останешься здесь, поэтому мне придется попросить тебя уйти, небрежным голосом сказал даосский мастер Мириад Кость. Ты точно старый хитрец. Ты просто боишься, что я пойду за твоими учениками, и придумываешь предлог, что мне будет неудобно здесь жить. Если подумать, ты взял с собой несколько учеников, обладающих приличными способностями. Я слышала, что ты также взял с собой сыновей и внука, которых любишь больше всего. Тебе лучше присматривать за ними, женщина соблазнительно усмехнулась, а затем ее тело дрогнуло, и она исчезла на месте. В следующее мгновение духовный свет вспыхнул внутри транспортной формации, и она появилась внутри, уже вернувшись к облику наложницы даосского мастера тысячи костей. Лицо даосского мастера тысячи костей слегка побледнело от услышанного, и он поспешно призвал серебряный талисман, а затем взмахнул в сторону формации. Из формации раздался жужжащий звук, и женщина мгновенно телепортировалась прочь. Только после этого даосский мастер тысячи костей покачал головой с кривой улыбкой и удалился с места происшествия. Тем временем Хань Ли уже вернулся на 5-й этаж и сидел один на главном сиденье в холле, в тишине созерцая что-то. Он пытался выяснить, каковы были намерения этого даосского мастера тысячи костей. Он, естественно, не был уверен, что даосский мастер тысячи костей просто пригласил его в попытке подружиться с ним из чистых побуждений. Более того, наложница, которую он держал в руках, применила чрезвычайно продвинутую иллюзорную технику, чтобы скрыть свою истинную внешность, что было довольно подозрительно. Однако он не обнаружил каких-либо злых умыслов в их речи и действиях, поэтому он так долго беседовал с даосским мастером тысячи костей перед уходом. Кроме того, с его нынешними способностями он мог выстоять в битве даже с культиватором на поздней стадии интеграции тела, так что ему нечего было бояться, даже если у них был какой-то скрытый мотив. Кроме того, он действительно был заинтересован в том, чтобы посетить конвенцию обмена в черном пространстве, о которой они упомянули. В конце концов, он на самом деле не рассчитывал получить много наград от конвенции «Тысячи сокровищ». Одна из причин, по которой он приехал сюда, заключалась в том, чтобы выполнить соглашение, которое он заключил с этой демонической женщиной в городе Высшего Неба, и вдобавок ко всему, он также хотел воспользоваться этой возможностью, чтобы познакомиться с другими культиваторами своего ранга и посмотреть на 3 владык и 7 монархов. Он хотел сравнить их с существами ранга святого, которых он встречал в чужеземных расах. Если бы он мог купить большое количество материалов демонических зверей у демонической женщины, а также получить много наград во время конвенции обмена в черном пространстве, то был хороший шанс, что он смог бы собрать все материалы, необходимые для улучшения своей второй экстремальной горы. Если бы он смог этого добиться, то в его распоряжении было бы еще одно невероятно могущественное сокровище, и с этими 2 крайними горами для него также стало бы чрезвычайно легкой задачей преодолеть свои первые несколько великих небесных трибуляций. Вдобавок ко всему, казалось, что он сможет найти 3-ю экстремальную гору и в недалеком будущем. Однако это будет зависеть от того, сможет ли его новая названная ученица успешно развить ее способность эссенции ледяной души. Одной из 5 гор, необходимых для улучшения 5 экстремальных гор, была не что иное, как пространственная инская ледяная духовная гора. Пространственные инские камни, из которых состояла эта гора, отличались от высшего нефрита. Их можно было найти только в области вечной мерзлоты, но только после того, как кто-то стимулировал их, высвобождая ледяную духовную ци. Такая гора обычно стояла на сотнях тысяч футов под ледником, и из-за огромного количества ледяной ци вокруг нее даже невероятно мощное духовное чутье Хань Ли не могло ее обнаружить. Только те, кто обладает вышеупомянутой способностью, могли почувствовать пространственные инские камни издалека. Диапазона, в пределах которого можно было бы почувствовать эти пространственные инские камни, зависело от размера камней и силы способности культиватора эссенции ледяной души. Пространственная инская ледяная духовная гора, которую он искал, была, естественно, чрезвычайно массивной, и пока кто-то овладел способностью эссенции ледяной души, они определенно могли бы почувствовать ее даже с сотен тысяч футов. Конечно, Хань Ли понятия не имел, можно ли найти такую гору. К счастью,
он знал о многих экстремальных ледяных пространствах только на территориях людей и демонов. По сравнению с несколькими другими типами экстремальных гор, это было легче всего найти, но все еще было неясно, сможет ли он выследить такую гору. Однако, ради своих будущих великих небесных трибуляций, Хань Ли, естественно, не мог отказаться ни от капли надежды, поэтому он без колебаний решил спасти Байгоэр, обнаружив ее особенное телосложение. У него было огромное количество таблеток, так что ее спасение не нанесло бы такого огромного ущерба в его культивации, как для других культиваторов его ранга, но все равно определенно задержало бы его культивацию более чем на 100 лет. Однако, если бы он смог усовершенствовать пространственную инскую ледяную духовную гору и сделать некоторые дальнейшие успехи в своих силах, он мог бы подумать о создании своего клона с ограниченной магической силой, чтобы вернуться в человеческий мир. В человеческом мире было два места, где наблюдались эссенция света Великого Севера, так что был определенно хороший шанс, что гору эссенции Великого Севера можно было там найти. Таким образом, был хороший шанс, что он сможет собрать 4 из 5 экстремальных гор. Если бы ему посчастливилось собрать материалы, необходимые для последней экстремальной горы, и закалить все 5 экстремальных гор, ему, скорее всего, не пришлось бы беспокоиться о серьезных небесных трибуляциях в течение очень долгого времени. Имея достаточно времени, он был уверен в своей способности достичь стадии Великого Вознесения, и, конечно же, для него не было невозможным в конечном итоге подняться в мир истинных бессмертных. Выражение лица Хань Ли оставалось спокойным и неизменным, но эти мысли быстро мелькали в его голове. Через некоторое время он встал и направился к одной из боковых дверей холла. Его план состоял в том, чтобы продолжить отдых в холле в течение следующих 2 дней, а затем нанести визит святому владыке Небесного Юаня, чтобы собрать ингредиенты, необходимые для приготовления красного шелкового вина бессмертных. Учитывая, что он планировал посетить конвенцию обмена в черном пространстве, было бы неплохо изготовить немного красного шелкового вина бессмертных. Если бы он встретил среди местных культиваторов больших любителей вина, оно имело бы чрезвычайно высокую стоимость для обмена. В остальном, даже при том, что у него было много сокровищ и духовных растений, он не мог взять все это на обмен. Тысячелетние духовные растения действительно были довольно редкими, но не слишком ценными в глазах культиваторам интеграции тела. Что касается могущественных сокровищ, которые у него были, большинство из них были ему полезны, поэтому он не мог просто предложить их для обмена. Таким образом, медленно наступила ночь, и только когда на улице стемнело, молодой мастер Хай и Цилинцзи вернулись. Хань Ли почувствовал, что они двое появились в транспортной формации на 1-м этаже, и использовал свой талисман ограничения, чтобы вызвать их на 5-й этаж. После этого он дал им некоторые инструкции, и хотя им было что сказать ему, они могли только прикусить себе язык и вернуться в свои жилые помещения. 2 дня спустя Хань Ли нанес визит святому владыке Небесного Юаня, который останавливался в другом дворце бессмертных, и получил от него большое количество ингредиентов. Что было немного прискорбно, так это то, что 2 демоническим монархам, монарху Черного Феникса и монарху Змей Лихо, было чем заняться, поэтому их больше не было на горах 9 бессмертных. Скорее всего, они собирались вернуться только до начала съезда 1000 сокровищ. Хань Ли, естественно, был немного разочарован, но он не думал об этом слишком много, так как спешил сварить бессмертное вино. Таким образом, он быстро покинул резиденцию святого владыки Небесного Юаня и вернулся в свой собственный дворец бессмертных. Он вошел в секретную комнату на 5-м этаже и начал варить красное шелковое вино в соответствии с процедурой, описанной в древнем фолианте. Он пробыл в секретной камере полмесяца, не выходя ни разу. Он, естественно, не мог приварить все красные шелковые фрукты, которые у него были, в вино, и кроме 2 бутылок, которые он обещал святому владыке Небесного Юаня, он сварил только еще 7 бутылок сверх этого. Хань Ли хорошо понимал взаимосвязь между редкостью и ценностью. Несмотря на то, что это красное шелковое вино бессмертных было вином из мира истинных бессмертных и никогда раньше не было замечено в мире духов, немедленное извлечение слишком большого количества все равно серьезно снизило бы его ценность. Кроме того, употребление этого красного шелкового бессмертного вина в течение длительного периода времени могло улучшить конституцию и продлить жизнь, поэтому Хань Ли планировал пить его сам еще долгое время. Заварив вино, Хань Ли большую часть времени продолжал медитировать и культивировать в зале, и иногда он покидал 5-й этаж, чтобы встретиться и пообщаться с другими прибывшими культиваторами интеграции тела. Было несколько из них, с которыми он находил довольно приятное общение, и они установили близкие знакомства. Мастер 1000 костей по-прежнему был теплым и гостеприимным по отношению к Хань Ли. Он даже пригласил Хань Ли принять участие в небольшом частном собрании по обмену, на котором могли присутствовать только культиваторы стадии пространственного закаливания или выше, и Хань Ли обеспечил некоторые материалы, которые ему потребовались во время мероприятия. Это еще больше улучшило впечатление Хань Ли о даосском мастере 1000 костей, который с самого начала было весьма положительным. Со временем все больше и больше культиваторов интеграции тела начали перемещаться во Дворцы Бессмертных, и примерно за месяц до начала съезда 1000 сокровищ Дворцы Бессмертных практически были заняты.
Среди этих культиваторов интеграции тела были великие старейшины из некоторых крупных держав, а также существа, которые сами правили определенной территорией, а бродячих культиваторов, таких, как Хань Ли, практически не было. Однако, помимо святого владыки небесного Юаня, мышиный монарх Дун Тянь был единственным из 3 владык и 7 монархов, которые прибыли. Однако этот демонический монарх сразу же ушел в уединение после переезда на гору 9 бессмертных, отказавшись с кем-то видеться, тем самым создавая ощущение тайны и интриги вокруг себя. Если подумать, этот мышиный монарх Дун Тянь всегда был самым загадочным среди 7 демонических монархов. Стоит сказать, что он постоянно использовал секретную технику, чтобы скрыть себя, и очень немногие люди среди рас людей и демонов видели его истинный облик. Самым странным было то, что почти никто ничего не знал о его способностях. Казалось, что этот демонический монарх никогда не сражался с другими перед аудиторией, но существа высокого ранга, которые пересекались с ним в прошлом, все исчезли из 2 рас одна за другой. Никто не мог подтвердить, стоит ли он за всем этим, но все знали, что связываться с этим мышиным монархом Дун Тянем определенно не лучшая идея. Глава 1798. Транспортный дух. Этот демонический монарх был членом расы нефритовых мышей, занимавшей очень важное положение в расе демонов. В противном случае он не смог бы стать одним из демонических монархов. В конце концов, раса демонов отличалась от расы людей. Даже если бы они считались существами высшего ранга среди расы демонов, им все равно требовалась достаточная поддержка, прежде чем они могли стать демоническими монархами. Напротив, власть среди человеческих владык, как правило, передавалась из поколения в поколение. Хань Ли действительно хотел пойти и встретиться с этим мышиным монархом, но последний явно не собирался ни с кем видеться, поэтому он мог только отказаться от этого вопроса. Таким образом, в оставшееся время Хань Ли познакомился с большим количеством культиваторов стадии интеграции тела, а также изучил этот странный и исчезающий духовный корень молодого мастера Хая. Он не только прочитал много фолиантов по этому поводу, он даже попросил молодого мастера Хая высвободить немного эссенции крови для дальнейшего изучения. Из своих усилий ему удалось вывести несколько странных возможностей. Однако ему все равно придется еще некоторое время наблюдать за молодым мастером Хаем, прежде чем он сможет выяснить истинную природу его духовного корня. В это время Хань Ли был весьма доброжелателен к своим товарищам. Он не только позволял молодому мастеру Хай и Цилинси входить и выходить из дворца по своему усмотрению, но также время от времени давал им советы в культивации, что приносило им огромную пользу. В этот день Хань Ли объяснял некоторые аспекты искусства культивации молодому мастеру Хай и Цилинси, и, когда он собирался сделать глоток духовного чая, выражение его лица внезапно немного напряглось. Цилинси отреагировал довольно быстро и спросил: «Что-то не так, старший?» «Вы скоро узнаете, что происходит», — ответил Хань Ли, нахмурив брови. Услышав это, юный мастер Хай и Цилинси обменялись слегка озадаченными взглядами, но не осмелились дальше требовать от Хань Ли ответов, поэтому им оставалось только молча ждать. По прошествии целых 10 минут снаружи дворца внезапно раздался глухой удар. Вся земля под их ногами и окружающие стены слегка задрожали, и молодой мастер Хай и Цилинси испугались, глядя на дверь изумленными глазами. Хань Ли продолжал сидеть на своем месте, но на его лице также появилось немного торжественное выражение. Раздался один глухой удар за другим, и по всему дворцу продолжали сотрясаться. Как будто к дворцу бессмертных медленно приближается какое-то гигантское существо. «Что происходит, старший Хань?» Не удержался молодой мастер Хай. «Вы двое не сможете ничего почувствовать. Позвольте мне взять вас двоих, чтобы расширить ваш кругозор», вздохнул Хань Ли, поднявшись на ноги, махнул рукавом в сторону их двоих. Вспышка лазурного света немедленно охватила трио, и они исчезли в виде полоски лазурного света. В следующее мгновение все трое появились в транспортной формации и телепортировались с 5-го этажа. Затем все трое вышли из формации на 1-м этаже Дворца Бессмертных и поднялись в воздух в виде полоски лазурного света. После нескольких вспышек лазурный свет погас, и троица оказалась на вершине высокой горы, где они могли видеть все в радиусе нескольких тысяч километров. Без ограничений Дворца Бессмертных, действующих в качестве буфера, грохочущие удары вдали казались еще более сокрушительными. Вся гора 9 бессмертных, казалось, дрожала от приближения гигантского существа. Что это? Похоже на живой ходячий кусок земли. У Цилинцзы челюсть упала прямо на землю. Молодой мастер Хай быстро и изумленно моргнул, как будто боялся, что его глаза сыграют с ним злую шутку. Неудивительно, что они были так удивлены. В настоящее время к ним издалека приближалась неизмеримо большая масса черной земли, и грохочущие удары исходили прямо из-под этого неизмеримо массивного куска черной земли. Этот участок земли казался чрезвычайно сухим, а его поверхность была испещрена бесчисленными трещинами, образующими серию чрезвычайно глубоких перекатов и оврагов.
что было еще более удивительно, так это то, что в центре участка была высокая и величественная черная крепость, вокруг которой стояло множество стражей в черных доспехах. Они стояли совершенно неподвижно с холодным выражением лиц и держали в руках все виды длинных алебард и гигантских топоров. В воздухе над крепостью, на гигантских синих волках, летело более 1000 стражников, и они были никем иным, как громовыми стражами. Одна группа охранников неподвижно стояла на земле, в то время как другая группа стражников парила в воздухе, и комбинация этих двух создавала довольно устрашающее зрелище. Внезапно глаза Хань Ли сузились, и его зрачки вспыхнули синим светом, и он сказал: «Я вижу тебя, господин даосист. Почему бы тебе не выйти ко мне?» В ответ сзади раздался незнакомый, но очень приятный женский голос. «Как и ожидалось, моих маленьких уловок недостаточно, чтобы обмануть тебя, брат Хань. Так, конь духовного зверя тиранического владыки, несомненно, огромен. Скорее всего, он имеет какое-то отношение к легендарному транспортному духу». Выражение лица Хань Ли осталось неизменным, но он чувствовал себя немного встревоженным. С его невероятно мощным духовным чутьем было невероятно, что кому-то удалось подобраться к нему так близко, прежде чем он, наконец, заметил их присутствие. Он медленно повернулся к тому, кто только что заговорил, и обнаружил красивую молодую женщину в пятицветном роскошном платье, оценивающую его с улыбкой на расстоянии более 100 футов. Когда Хань Ли направил к ней свое духовное чутье, в его глазах появился намек на замешательство. «Приветствую тебя, господин даосист Хань, меня зовут Лю Цин. Уверена, ты уже заметил, что это всего лишь мой марионеточный клон, а не мое истинное тело», сдержанно сказала молодая женщина, сделав реверанс Хань Ли. «Лю Цин. Я слышал, что у бывшего владыки небесных духов была пара доверенных подчиненных, один из которых преуспел в марионеточном искусстве, а другой — в технике маскировки. Среди них первая известна как Лю Цин или Фея Тысячи Духов. Неужели это ты?» — спросил Хань Ли с задумчивым взглядом. «Я искренне польщена, что ты знаешь обо мне, господин даосист Хань. Я должна была лично присутствовать на таком грандиозном мероприятии, но я достиг критического момента в культивации моей секретной техники, поэтому я не могу покинуть свою секретную комнату. Таким образом, у меня не было другого выбора, кроме как послать этого марионеточного клона вместо себя. К счастью, этот мой клон заработал себе репутацию и получил разрешение войти в это место. Женщина говорила спокойно и грациозно, и выражение лица Хань Ли немного изменилось после того, как он узнал ее личность. Эта фея Тысячи Духов подчинялась только владыке небесных духов, но стоит сказать, что она обладала выдающимися способностями в марионеточном искусстве. Вдобавок ко всему, ее навыки в этой области значительно улучшились еще больше после того, как она поклялась в верности владыке Небесного Духа. Она была известна как второй по уровню мастерства кукловод, уступая только владыке Небесных Духов, который преуспел как в кукольном, так и в иллюзорном искусстве. Эта фея Тысячи Духов и другой доверенный подчиненный владыке Небесных Духов были покорены способностями владыки Небесных Духов, и поэтому были готовы присягнуть ему верности. Несмотря на то, что это была всего лишь марионетка, Хань Ли мог сказать, что она, скорее всего, не уступала по силе существу на поздней стадии пространственного закаливания. Таким образом, даже при том, что он был довольно удивлен, что эта Лю Цин, казалось, узнала его, он немедленно сложил кулак в знак приветствия и сказал: «Извиняюсь за мою грубость, фея Тысячи Духов. Что касается транспортного духа, о котором ты только что сказала, может быть, это древняя божественная черепаха, способная нести город Сюань-У на своей спине?» В самом деле, транспортный дух — гигантский зверь, унаследовавший родословную истинного духа Сюань-У, и мне посчастливилось увидеть его лично. Его размеры настолько поразительны, что никто не осмелится выступить против нее. Вдобавок ко всему, он также обладает мощными способностями элемента воды и земли, а его защита настолько мощна, что даже обычное божественное духовное сокровище не сможет оставить на нем ни единой царапины. Этот гигантский зверь впереди из нас, скорее всего, только один из потомков этой черепахи, усмехнулась Лю Цин. Это только один из его потомков? Хань Ли удивленно вздохнул, повернувшись к огромному участку приближающейся земли. Верно, настоящий транспортный дух более чем в 10 000 раз больше этого существа, серьезно кивнула Лю Цин. Я очень заинтригован, увидев этого транспортного духа сейчас, размышлял Хань Ли, глядя вдаль. Не просто увидеть этого гигантского зверя. В то время я путешествовала в город Сюань-У в составе свиты владыки небесных духов, и только благодаря чистой удаче мне удалось мельком увидеть это существо издалека. Раз в 3000 лет гигантская черепаха появляется, чтобы поглотить сущность Солнца и Луны, и мне посчастливилось присутствовать в это время. В противном случае она проводит большую часть своего времени, зарывшись в земле, а его конечности и голова также втягиваются обратно в панцирь, когда он впадает в спячку. «Ты открыла мне глаза», — сказал Хань Ли, сложив кулак, приветствуя Лю Цин со слегка задумчивым взглядом. Молодой мастер Хай и Ци Линси были полностью восхищены их беседой,
и они явно были наполнены тоской по этому непостижимому миру, населенному этими поистине могущественными существами. Когда гигантский зверь на расстоянии был еще в нескольких десятках километров от гора Девяти Бессмертных, он наконец остановился, и сотрясения земли внезапно прекратились. Прямо в этот момент гигантский участок земли медленно поднялся из-под земли, превратившись в гигантскую черную гору, которая за считанные секунды достигла десятков тысяч футов высотой. У подножия горы снова раздались слабые толчки, и черепаха бросила взгляд на ближайших наблюдающих культиваторов, среди которых и, естественно, были Хань Ли и Лю Цин. Хань Ли сфокусировал взгляд на голове существа и обнаружил, что оно выглядит очень устрашающе. На голове у него была дюжина изогнутых рогов разного размера, а уязвимые места на шее были покрыты толстой черной чешуей. У гигантского зверя также была удивительно длинная пасть, и, когда она открыла пасть, от него распространился резкий запах, и были обнаружены ряды гигантских острых зубов. Хань Ли посмотрел на острые зубы существа и подсчитал, что потребуется сотни человек его размера, чтобы дать этому существу достаточно еды, чтобы утолить его голод. Цилин Цзы был довольно храбрым персонажем, но даже его лицо слегка побледнело при виде этого свирепого гигантского зверя. Тем временем молодой мастер Хай переводил взгляд между существом и своим телом. Цилин Цзы с любопытством спросил: «Что ты делаешь?» «Я просто сравниваю, чтобы увидеть, насколько я меньше зуба этого существа», ответил молодой мастер Хай, оставив Цилин Цзи совершенно безмольным. Глава 1799. Предложение. Губы Хань Ли также слегка дернулись, услышав ответ молодого мастера Хая. Этот парень действительно родился комиком. Гигантская черепаха внезапно испустила сокрушительный рев и снова зарыла голову и конечности в землю, и гигантская черная гора, в которую она превратилась, немедленно упала. Только тогда стражи в черных доспехах вокруг крепости вступили в бой. Громовые стражи в воздухе спустились в крепость, в то время как охранники в черной броне сформировали команды и поднялись в воздух, вытаскивая ряд орудий формации, выполняя различные задания вокруг Черной горы. Несколько мгновений спустя вокруг горы были установлены слои ограничений, и слой черного тумана полностью скрыл крепость на ней. После этого охранники в черных доспехах тут же бросились в черный туман и исчезли. Все в тумане замолкло, резко контрастируя с огромной суматохой, вызванной ранее. Прямо в этот момент рев дракона раздался с другой горы, и оттуда вырвалась полоска золотого света, мгновенно поднявшись в воздух над черным туманом. Золотой свет погас, и появился мерцающий золотой змей с единственным рогом на голове длиной более 100 футов. Улыбающийся человек в белом стоял на спине золотого змея. Это был никто иной, как святой владыка небесного Юаня. «Давно не виделись, брату. Хочешь встретиться?» Просто заходи, если хочешь меня увидеть, старик. Уверен, что простой иллюзорной формации будет недостаточно, чтобы удержать тебя». Из черного тумана раздался холодный голос, и владелец голоса не приложил никаких усилий, чтобы быть уважительным или вежливым по отношению к святому владыке небесного Юаня. «Хе-хе, тогда я помогу тебе», — святой владыка небесного Юаня усмехнулся, казалось, совершенно не обеспокоенный направленной на него враждебностью. Он постучал ногой по спине своего золотого коня, и тот немедленно растворился в черном тумане, как шар золотого света. Затем черный туман снова затих. Все наблюдающие культиваторы интеграции тела знали, что на этом все закончится, поэтому все они вернулись в свои жилые помещения. Хань Ли, естественно, питал те же намерения, и он сложил кулак в знак приветствия Лю Цин, чтобы попрощаться с ней. К его удивлению, прежде чем он смог что-то сказать, Лю Цин внезапно улыбнулась и сказала: «Если ты не возражаешь, я хотела бы пригласить тебя в мою скромную резиденцию, брат Хань. Мой знакомый хотел бы встретиться с тобой». «Мой знакомый». Хань Ли был весьма удивлен, услышав это. «Верно. На самом деле она потомок моего старого друга, и я случайно встретила ее во время моего путешествия сюда, поэтому я привела ее со мной во дворец бессмертных. Что касается именно того, кто это, узнаешь, когда доберешься, с улыбкой ответила Лю Цин. «Ты действительно меня заинтриговала, фея Лю». «В таком случае, прости меня за вторжение», — сказал Хань Ли, и хотя выражение его лица осталось неизменным, в его голове сразу же промелькнуло множество мыслей. «Я рада слышать, что ты хочешь зайти, господин Даосист Хань. Я живу на этаже выше тебя. Здесь больше ни на что смотреть, так что давай вместе вернемся», — сказал Лю Цин с улыбкой, и, основываясь только на визуальной информации, невозможно было сказать, что она на самом деле марионетка. Неудивительно, что она была известна как второй по мастерству кукловод среди людей. Одна эта реалистичная марионетка была достаточным свидетельством ее способностей. Теперь, когда небесный духовный владыка скончался, она естественным образом унаследует его статус как самого опытного мастера-кукловода среди всех людей. Хань Ли кивнул в ответ, а затем повернулся к молодому мастеру Хаю и Цилин Цзи со словами: «Вы двое, возьмите этот талисман ограничения и возвращайтесь первым».
Двое из них, естественно, уважительно приняли это указание. После этого Хань Ли вместе с Лю Цин отправился в дворец бессмертных внизу. Вскоре после этого Хань Ли встретился на 6-м этаже с молодой женщиной в белом, которая выглядела примерно на 17 лет. При виде молодой женщины на лице Хань Ли появился намек на удивление. «Госпожа Е». Е Ин отдает дань уважения старшему Ханю. «Не думала, что ты перейдешь на стадию интеграции тела с тех пор, как мы разделились в лесном племени», сказала Е Ин со сложным выражением лица и сделала реверанс в сторону Хань Ли. «Должен сказать, я очень удивлен видеть тебя здесь, фея Е Ин». Улыбка появилась на лице Хань Ли, и он провел рукавом по воздуху, чтобы произвести взрыв невидимой силы, не позволивший Е Инь опуститься на реверанс. В то же время он направил к ней свое духовное чутье и обнаружил, что она уже достигла ранней стадии пространственного закаливания. Как и ожидалось от члена семьи Е, которая обладала родословной Небесного Феникса, скорость ее культивации намного превышала скорость обычного культиватора. Настоящая кровь Небесного Феникса, которую получил Хань Ли, была от нее, поэтому он рефлекторно был более вежливым по отношению к ней. «Моя мать дружит с тетей Лю, и она умоляла тетю Лю взять меня сюда с ней», объяснила Е Ин с улыбкой. «Нет необходимости ставить меня на такой пьедестал, Инер. Мы с твоей матерью так же близки, как сестры. Я была более чем готов взять тебя с собой», усмехнулась Лю Цин. Е Инь, услышав это, естественно, снова выразила свою благодарность Лю Цин. После краткого размышления улыбка Хань Ли внезапно исчезла, и он сказал: «Полагаю, ты просила фею Лю привести меня сюда не только потому, что хотела со мной встретиться, верно?» Услышав это, Е Инь слегка запнулась, а затем на ее лице появилось слегка смущенное выражение. «Это действительно правда, старший. Тогда я оставлю вас двоих, чтобы обсудить этот вопрос самостоятельно», задумчиво сказала Лю Цин, а затем развернулась и ушла. «Пожалуйста, подождите, тетя Лю, это на самом деле как-то связано с вами, поэтому вам не нужно уходить», поспешно сказала Е Инь. Слегка удивленное выражение появилось на лице Лю Цин, и она остановилась, повернувшись к Е Инь. «А, в таком случае я тоже останусь и послушаю, что ты скажешь». Хань Ли погладил подбородок, и на его лице появилось заинтригованное выражение. Е Ин на мгновение остановилась и продолжила с серьезным выражением. «У меня есть две вещи, которые я должна обсудить с вами двумя, одна из которых не имеет ничего общего со старшим Ханем, но она связана с тетей Лю». «Ой». Лю Цин слегка нахмурилась, услышав это. «Тетя Лю, я слышала, что вы были в уединении с тех пор, как скончался владыка духов. Означает ли это, что вы уже приняли решение бороться за недавно освобожденный трон духовного владыки?» Спросила Е Инь. Выражение лица Лю Цин слегка изменилось, и только через короткое время она кивнула, признаваясь. «Верно. Я уже освоила секретные техники марионеток бывшего духовного владыки и изготовила несколько чрезвычайно мощных марионеток. Если я смогу улучшить свои способности во время уединения, я смогу сражаться даже с культиваторами на поздней стадии интеграции тела. Так что я, естественно, намерена выдвинуть свое имя». Ее голос был не очень громким, но она казалась вполне уверенной в себе. Е Инь серьезно сказала: «Моя мать попросила передать вам послание, не оспаривая место духовного владыки, несмотря ни на что. Если вы закрепитесь в этим положением, это принесет вам только несчастье». «Вот как. Я знаю, что ваша мать чрезвычайно умная и талантливая личность, но как она может заглянуть в будущее? Может быть, она получила какие-то новости по этому поводу?» Сразу же спросила Лю Цин. «Ваша мудрость поистине не имеет себе равных, тетя Лю. Я еще даже не все раскрыла, а вы уже догадались, в чем суть вещей. Старший Хань, я прошу вас сохранить в секрете то, что я собираюсь сказать дальше», сказала Е Инь, внезапно повернувшись к Хань Ли. По ее осторожному выражению лица Хань Ли мог сказать, что она собирается сказать нечто очень важное, поэтому без колебаний кивнул в ответ. «Я обещаю, что никому не расскажу, что ты собираешься сказать дальше». Услышав это, Е Инь удовлетворенно кивнула и продолжила. «Возможно, старший Хань может не знать об этом, но я уверена, что тетя Лю слышала о том, как дьявольское бедствие вот-вот обрушится на наш мир духов в течение следующих 1000 лет». Говоря это, в ее глазах промелькнул намек страха, и лицо Лю Цин слегка потемнело, но, похоже, она уже знала об этом. Напротив, Хань Ли это очень встревожило. Дьявольское бедствие? Неудивительно, что он этого не знал. Все другие культиваторы интеграции тела в человеческой расе находились на стадии интеграции тела в течение 1000 лет, поэтому у них, естественно, были некоторые пути, с помощью которых Хань узнали об этом. Однако Хань Ли вернулся на территорию людей всего несколько лет назад, и у него еще не было возможности познакомиться со многими другими культиваторами своего ранга, поэтому он, естественно, ничего не знал о неминуемом дьявольском бедствии.
В конце концов, информация, касающаяся дьявольского бедствия, распространялась только среди культиваторов интеграции тела и оставалась конфиденциальной от всех других культиваторов на тот случай, если человеческая и демоническая раса погрузятся в смятение из-за этой новости еще до начала дьявольского бедствия. Ханли, естественно, знал, что это за дьявольское бедствие, из фолиантов, которые он читал в человечестве, но никогда не думал, что оно нанесет удар в течение следующих 1000 лет. Может быть, ему действительно просто так не повезло? Несколько веков назад он столкнулся с нападением на города высшего неба со стороны армии чужеземных рас, которое происходило раз в несколько десятков тысяч лет, и теперь он собирался столкнуться с чем-то еще более опасным. Он, наконец, начал понимать, почему так много крупных держав стремились завербовать его и предложить ему такие заманчивые условия. Если бы не тот факт, что он крайне не хотел, чтобы его свобода ограничивалась другими, его бы очень соблазнили несколько крупных держав, которые обратились к нему. Может ли быть, что это дьявольское бедствие имеет какое-то отношение к пристанищу духовному владыке? Спросил Ханли. Глава 1800. Травяные духовные таблетки души и великое искусство святой нирваны. Верно, старший Хань. В этом случае тот, кто унаследует положение владыки духов, будет в серьезной опасности в приближающемся дьявольском бедствии. Тетя Лю, как вы знаете, моя бабушка была одной из названных учениц старшего Мо Цзиньли, и даже после того, как она стала лидером нашей семьи Е, она по-прежнему считает старшего Мо своим мастером. Несколько лет назад старший Мо внезапно пришел к нашей семье Е с серьезными ранениями, и после разговора с моей бабушкой в течение дня и ночи он ушел. Услышав это, Лю Цин резко вздохнула. «Что ты сказала?» Старший Мо Цзиньли был серьезно ранен. Это невозможно. Что в этом мире могло нанести ему вред? Если только голос Лю Цин затих, когда ей пришла в голову мысль. Ханли, естественно, тоже слышал об этом человеке на стадии Великого Вознесения, и он тоже был немного встревожен, услышав это. Похоже, вы догадались, тетя Лю. Не так давно старший Мо использовал силу звездного диска, чтобы насильственно открыть проход между мирами в мир высших дьяволов, надеясь провести некоторую разведку о расе высших дьяволов. До прихода дьявольского бедствия. К сожалению, он был обнаружен двумя святыми патриархами древней дьявольской расы и был вынужден сразиться с ними. К счастью, старший Мо был довольно осторожен и позаимствовал у этого патриарха могущественное спасительное сокровище расы демонов, и это сокровище позволило ему сбежать обратно в наш мир духов без особых неудач. Это уже огромная серебряная подкладка на этом темном облаке. Объяснила Е Инь. Старший Мо отправился в мир высших дьяволов. Последние несколько лет я был в уединении, поэтому понятия не имел об этом. Почему старший Мо сделал что-то настолько опасное? Если я правильно помню, он никогда не делал ничего подобного, сказала Лю Цин, нахмурив брови. Старший Мо особо не вдавался в подробности об этом, но, похоже, он каким-то образом понимал, что это дьявольское бедствие будет гораздо более опасным, чем все предыдущие, и обе наши расы могут быть уничтожены, если мы не будем осторожны. Вот почему старший Мо рискнул отправиться в мир высших дьяволов, и хотя он пробыл там недолго, он обнаружил некоторые чрезвычайно опасные признаки. Поэтому он сразу же пришел к нашей семье Е. Когда он вернулся из мира высших дьяволов, он попросил немного истинной крови Небесного Феникса, которую он собирался использовать, чтобы закалить чрезвычайно мощное сокровище для борьбы с этим дьявольским бедствием, сказала Е Инь с покорным выражением лица. И Ханли, и Лю Цин были очень встревожены в этот момент. Ханли внезапно спросил, старший Мо когда-нибудь в точности упоминал то, что он видел в мире высших дьяволов? Боюсь, я ничего об этом не знаю. Моя бабушка однажды говорила об этом со всеми членами нашей семьи, и, возможно, моя мать знает больше, чем я, но это вся информация, которая у меня есть. В этот раз моя мать послала меня специально, чтобы предупредить тетю Лю и нескольких других старших, что наша семья близка к тому, чтобы они не боролись за положение духовного владыки. Похоже, что первые несколько проходов, которые будут открыты между миром высших дьяволов и миром духов, появятся возле разумного атласного древа в регионе Тяньлинь. Таким образом, святой город духовного владыки, скорее всего, будет наиболее заметной целью для расы высших дьяволов в этом случае. Как только разразится дьявольское бедствие, 3 владыкам будет строго запрещено покидать свои города. Помимо этого, старший Мо Цзиньли и жители Святого Острова также намерены сделать приманку для города небесных духов, чтобы заманить высших дьяволов и уничтожить их армии, насколько это возможно, используя силу разумного атласного древа и множество ограничений в городе, тем самым облегчая давление на остальную человеческую расу. Следовательно, обязанность нового духовного владыки будет заключаться в защите линии фронта от армии высших дьяволов, и отступление — это не вариант. Я уверена, что мне не придется подробно останавливаться на том, насколько опасной будет эта задача, сказала Е Инь с кривой улыбкой. Лю Цин и Хань Ли обменялись слегка озадаченными взглядами, услышав это.
После долгой паузы Лю Цин наконец вздохнула. Это действительно шокирующая новость. Похоже, что путешествие старшего Мо в мир высших дьяволов позволит нашему человечеству лучше подготовиться к дьявольским бедствиям. Я беру свои слова назад. Старший Мо действительно оказал нашему человечеству огромную услугу, совершив это опасное путешествие. Поблагодари твою мать вместо меня за предоставленную мне эту информацию, Инер. В противном случае, если бы я унаследовала положение духовного владыки, и мне бы, вероятнее всего, пришлось погибнуть вместе с небесным духовным городом. Хань Ли тоже был счастлив, что присутствовал при этой новости. В конце концов, он также был заинтересован в борьбе за должность духовного владыки. Было ясно, что семья Е не думала, что новый культиватор интеграции тела, такой как он, будет стремиться к положению духовного владыки, поэтому эта информация предназначалась исключительно для Лю Цин. Ей не скрывала этого от него, так как хотела поблагодарить его за помощь во время их путешествия к лесному племени несколько столетий назад. Он немногому научился из этого, но, по крайней мере, он узнал, что следующее дьявольское бедствие неминуемо, и что оно будет чрезвычайно опасным, что очень тревожило его. Первоначально он планировал не торопиться с выполнением своих планов, но казалось, что ему придется внести некоторые коррективы. Прежде чем Хань Ли и Лю Цин успели обработать эту шокирующую новость, Ейн внезапно улыбнулась и сказала: «Я раскрыла все, что знаю по этому поводу. Теперь я перейду ко второй теме. Я здесь от имени моей матери, чтобы пригласить тетю Лю и старшего Хань стать гостевыми великими старейшинами нашей семьи Е». Гостевой великий старейшина. Инер, разве твоя мать не говорила тебе, что я поклялась в верности духовному владыке, поскольку он несколько раз проявлял ко мне великую доброту в прошлом, и у меня не было другого способа отплатить ему? Я наконец-то восстановила свою свободу, и я не собираюсь быть ограниченным кем-либо еще. В противном случае у меня не было бы соблазна бороться за положение духовного владыки только на средней стадии интеграции тела. Лю Цин покачала головой, чтобы без колебаний отклонить это приглашение. Моя мать, естественно, знает об этом, но она хотела, чтобы я передала вам еще одно сообщение. Если вы все еще не желаете принимать предложение после этого, то моя мать определенно не будет настаивать на этом, сказала Е-Инь с загадочной улыбкой. Лю Цин слегка запнулась, услышав это, а затем сказала с улыбкой: «Хе-хе, кажется, твоя мать все еще такая же озорная, как и тогда, когда мы в последний раз встречались так много лет назад. Я готова выслушать, что ты скажешь». Таким образом, губы Е-Инь задрожали, когда она послала передачу голоса Лю Цин, и Хань Ли посмотрел со стороны с любопытством в глазах. Спустя несколько мгновений улыбка Лю Цин стала жесткой, а ее щеки внезапно покраснели. «Это правда. Твоя мать меня не обманывает, не так ли?» Спокойная и собранная Лю Цин полностью потеряла самообладание, и даже ее голос слегка дрожал. «Могу заверить вас, что это правда. Моя мать знает, что вы сожалеете об этом с тех пор, как это произошло много лет назад. Это довольно опасный момент, но все же это значительная возможность. Пока вы готовы, чтобы присоединиться к нашей семье Е, мы готовы помочь вам изо всех сил», — заверила Е-Инь. «Хорошо, я присоединюсь к твоей семье Е. Даже если бы была лишь небольшая часть шанса, я бы определенно не отказалась от нее, не говоря уже о такой важной возможности», — немедленно согласилась Лю Цин, и ее лицо изменилось. «Это здорово. Вы сможете жить с моей мамой, и теперь я смогу посоветоваться с вами о некоторых секретных техниках кукольного искусства», — сказала Е-Инь с радостной улыбкой. Однако Лю Цин явно все еще шаталась от услышанного, и она едва могла улыбнуться Е-Инь в ответ. «Каков твой вердикт, старший Хань?» Е-Инь выжидательно повернулась к Хань Ли. «Я уже отказался от стольких приглашений, поэтому, естественно, я тоже не собираюсь присоединяться к семье Е», — ответил Хань Ли, не пытаясь сдержать свои слова. «Я так и думала, что ты передумаешь, услышав о неминуемом дьявольском бедствии. В этом случае у моей матери также есть сообщение для тебя. Если ты все еще не хочешь изменить свое мнение после того, как услышал это, просто забудь о сказанном», — настаивала Е-Инь. «Давай», — сказал Хань Ли, приподняв бровь с намеком на улыбку на лице. У него не было связей в мире духов, поэтому он был убежден, что она не сможет сказать ничего, что изменило бы его мнение. «Старший Хань, ты слышал о травяной духовной таблетке нашей семьи Е и нашей секретной технике в великом искусстве святой нирваны?» — спросила Е-Инь. «Я, естественно, знаю о широко известной травяной духовной таблетке. Это одна из немногих таблеток в нашей человеческой расе, которая может усилить магическую силу даже культиваторов интеграции тела. И, судя по тому, что я слышал, ваша семья Е очень редко выставляет эти таблетки на продажу. По крайней мере, я не видел их ни на одном рынке, который я посетил. Что касается этой секретной техники в великом искусстве святой нирваны, то я впервые слышу о ней», — сказал Хань Ли после короткой паузы для размышлений. «В этом случае я не буду вдаваться в подробности о функциях таблетки.
Если ты согласишься присоединиться к нашей семье Е, моя мать готова предложить тебе 30 таких таблеток сразу. Уверена, они окажут тебе большую помощь, когда ты в будущем попытаешься прорваться к средней стадии интеграции тела. Что касается великого искусства святой Нирваны, женщина из нашей семьи Е с родословной Небесного Феникса и мужчина должны использовать эту технику вместе, чтобы в полной мере использовать его. У этой техники нет другой функции, но он может стимулировать скрытый потенциал культиватора и постепенно улучшить его физическое тело. Когда техника культивируется до последней стадии, человек достигает способности, подобной бессмертному телу, которая позволяет один раз воскреснуть из пепла, как феникс. По какой-то причине, когда она говорила, на лице Е-Ин появился легкий румянец. Хань Ли очень хотелось услышать об этой потенциальной перспективе обретения бессмертного тела. Если бы он в будущем полностью овладеет своим истинным дьявольским первозданным искусством, одним из его величайших преимуществ в бою станут боевые способности ближнего боя. Если бы он также мог получить бессмертное тело, это значительно увеличило бы его способности. Однако почему у Е-Ин такое странное выражение лица? Хань Ли взглянул на нее слегка озадаченным тоном. Лю Цин слегка дрогнула, услышав слова Е-Ин, и повернулась к Хань Ли, а затем снова повернулась на Е-Ин, и она внезапно рассмеялась.